Сегодня хочу показать вам вот такую интересную шапку бини в один отворот. Теплая зимняя шапка. Эта шапка связана из пряжи Ернард, Альпина Ангора Меланж. В составе 20% шерсти, 80% акрила, 150 метров в 100 граммах. Цвет 439. Вяжу в одну нитку, она довольно толстая. Вяжу я спицами четверкой. Набираем на спицы 71 петлю обычным способом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 69, 70, 71 петля. Переворачиваем наши спицы, выравниваем петельки, чтобы все смотрели одинаково. Соединяем наше вязание. Первую петлю переснимаю на левую спицу и теперь 71 продеваю через первую, подтягиваю петельки, нашу ниточку подтягиваю и начинаем наше вязание. Рисунок состоит из лицевой и изнаночной петли. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Так вяжем до конца ряда. Лицевая, изнаночная. Заканчиваем вязать первый ряд. Лицевая, изнаночная. И опять также лицевая, изнаночная. Так вяжем мы на нужную нам высоту изделия, на высоту нашей шапочки. Ничего не меняется. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжем. Примерно я могу сказать, что я вязала на высоту. Сейчас мы с вами измерим. До убавок не связано. Тридцать 35 сантиметров. Подворот состоит 12. Сам манжет. Ну, вот так. Продолжаем наше вязание. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Продолжаем наше вязание. Лицевая, изнаночная,
лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Связала я шапку нужной высоты. Теперь мы заворачиваем ее. Будем делать убавление. Каждый может вязать длину разную. Почему? Потому что кому-то идет, когда есть макушка такая высокая. Кто-то любит, чтобы по объему головы было такая вот именно. Поэтому делаем примерку и, соответственно, начинаем делать убавление. Приступаем. Значит, как мы делаем убавку? Всегда делаем убавку, чтобы изнаночная была первая, лицевая за ней. Провязываем 2 вместе. Провязываем 1 изнаночная, 1 лицевая. Опять делаем убавку. Изнаночная, лицевая. Опять делаем убавку 2 вместе. Теперь 1 изнаночная, 1 лицевая. Изнаночную, лицевую вместе провязываем. Изнаночную вяжем, лицевая. Изнаночную, лицевую провязываем вместе. Так делаем до конца ряда. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая вместе. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая вместе. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая вместе. Изнаночная, лицевая, изнаночную, лицевую вместе. Провязываем. Вот мы дошли до наших убавок. Вешаем маркер. Можно и не вешать. Теперь делаем следующее убавление. Просто провязываем лицевую. Это то, что было убавлено до этого. Теперь мы видим опять изнаночная и лицевая. Провязываем их вместе. Это второй ряд убавок. Просто лицевая, изнаночную, лицевую мы провязываем вместе. Лицевая, изнаночная, лицевая вместе. Лицевая, изнаночная, лицевая вместе. Лицевая, изнаночная, лицевая вместе. Лицевая, изнаночная, лицевая провязываем вместе. Так вяжем до конца нашего ряда. Последний ряд убавок. Мы можем взять дополнительную спицу носочную. Почему? Потому что петель стало мало, и чтобы не мучиться, можно использовать эту спицу такого же размера, как и наша, которую мы вязали. 2 лицевые теперь вместе провязываем.
2 лицевые вместе. Две лицевые вместе. Сделали мы наши убавки. Теперь берем крючок. На спицах у нас осталось 14 петель. И теперь каждую петельку мы будем снимать. Крючок вводим в петлю и вытаскиваем нашу петельку, нашу ниточку. Спускаем мы все петельки, которые у нас есть на спицах. Все, теперь затягиваем нашу макушку, ниточку вытаскиваем с той стороны, опять затягиваем хорошо, чтобы не было дырочки. Берем крючок и просто находим петельку рядом, делаем ушко и вытаскиваем нашу петельку и затягиваем, чтобы здесь ничего не распустилось. Все, теперь нашу ниточку мы спрячем таким образом. Выворачиваем. Вот так получилась наша макушка. Шапка готова. Вяжите с удовольствием для себя и ваших близких.